Привет, меня зовут Евгений, и сегодня я расскажу, как передавать данные из системы BotMother в Google Sheets. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из чат-бота BotMother в другие системы. Например, в Google таблицах создавать новые строки по обращениям, удобно хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. Теперь перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных BotMother. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Получить данные». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт BotMother к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных, на которую будут поступать данные с платформы BotMother, и перейдите в ваш личный кабинет BotMother. Выбираем действие «Запрос» из списка справа. В методе запроса выбираем «Пост». В поле URL запроса вставляем наш скопированный текст. Далее возвращаемся в систему Apex Drive и нажимаем на справку по системе BotMother. Листаем вниз и находим пример переменных. Копируем их и возвращаемся в систему BotMother. Находим поле «Тело запроса» и вставляем переменные. Сохраняем бота и генерируем новые данные. В данном случае путем общения с ним. После того, как вы сгенерировали данные, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтры данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные, которые поступили из системы BotMother. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных BotMother завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем Google Sheets. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Добавить строку». Подключаем ваш аккаунт Google к системе Apex Drive. Вводим логин и пароль от вашего аккаунта. Обязательно ставим все галочки доступа. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые нужно заполнить для отправки строк в Google Sheets. Выбираем «Файл» и «Лист таблицы», куда будут записываться данные. В эти поля нужно назначить переменные из BotMother. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться в Google Sheets. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». Переходим в Google Sheets и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных Google Sheets завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!